Это официально самая вкусная булочка с корицей и синнабон, которую я ела просто в своей жизни. Я взяла одну, съела одну, но теперь я беру вторую, потому что я не могу, настолько это вкусно, она такая легкая. Я буду прилетать сюда за семгой и авокадо, булочками с корицей и этой атмосферой. Копенгаген. Мы с тобой навсегда, так и знай. Это Жан-Батист Карпо, амазонка, кормящая младенцев. Это лучше, чем Гайд-парк и Кенсингтон Пэлас. Этот аромат просто... Знаете, вот детская площадка мечты. Все из дерева, все натуральное. Не знаю, как вы, но мне кажется, я даже уже с мужем разговариваю меньше, чем с чатом GPT. Как начинается первое утро в Копенгагене. За окном пасмурно, обещают сильнейший ветер. После того, как я вчера промокла, решила помыть голову. Вот. И спешу уже на завтрак. Он должен быть какой-то супер, наверняка, вкусный и красивый. В общем, первый день в Копенгагене, такой полноценный, начинается. Ну что, свежий такой, вопреки погоде, лук для Копенгагена захотелось. Даже кроссовки что-то не зеленые, а белые одеть, мягенькие. Вот. И хотела вам показать, на самом деле, какая погода. Она такая, знаете, такая... давящая слегка, не сильно веселая, но что поделать. Но зато этот вид, конечно, я снова с утра проснулась, думаю, какой классный вид. Прогноз погоды говорит, что ощущается как 13 градусов. Ну, если на 13 градусов, то все слои моей одежды сейчас просто пойдут в ход. Все это сейчас я сниму и начну одевать по плотности. Ой, в общем, красота какая. А я иду туда завтракать. Завтрак в Копенгагене. В Осло, я смотрю, везде в очереди. На самом деле, я думала, что Вилла Копенгаген это будет такой бутиковый отель, небольшой. На самом деле он оказался огромным, очень большим. И, естественно, Копенгаген популярное место туристическое. Вот. И сам отель, скажем так, знаете, такой вот, ну, с размахом. Видите, на завтраке очередь. Первый раз такой вообще в своей жизни встречала. Self-service buffet style, they told. Это как раз то, что я не люблю больше всего, но это какой-то совершенно другой вайб, напоминает мне фудкорт, честно говоря. Так, ну что, попробуем найти какой-нибудь тихий столик. Может быть, у окна, хотя у окна все занято. На улице было бы классно, но видите, там какой ветер, погода. Вот это да. Что я набрала? Ну, я взяла хлеб с запасом, такой ржаной, ну, чтобы попробовать все разные намазки. Здесь авокадо, крем-чиз, что-то с семгой, фасоль с овощами, скрэмбл-экс, салмон, салат и даже зеленый горошек. Ну, в общем... Сейчас будем пробовать что-то из этого сделать. И пространство для завтраков, сервировка очень крошечная. Здесь яйца. На заказ только можно взять себе, допустим, кофе. Здесь разное масло, взбитое обычное масло, разные виды хлеба. Так, что здесь? А здесь, кстати говоря, те самые знаменитые булочки. Я думала ехать с ними, даже вот эти вот всякие пончики. Ну, вот это вот у них прям супер известная Cinnamon Buns, которая в Лондоне тоже за ними охотилась. Сейчас возьмем. И здесь есть овощная история и мясная. Сейчас покажу. Вот я брала всякие намазочки. Мясное, рыба, немножко фруктов. Ну и сыры и овощи. Компактно, но, знаете, все такое приятное, вкусное. Вот как бы вот... Ничего лишнего. Вот действительно ты все будешь есть. Булочки с корицей. Ну, в общем, жду капучино на овсяном молоке и буду начинать пробовать. Сама себе сделала авокадо-тост. Чуть-чуть крем-чиз, потом авокадо, паста, семга и скрэмбл. Супер. Взяла еще оранжевый apple orange juice. О, мне привезли уже на овсяном мою капучинку. Посмотрите, зеленый горошек взяла. Слушайте, ну красота. Мне нравится. Вот ровно то, что ты съешь, ну вот на мой вкус абсолютно вот все есть. Это самый такой минималистичный, это самый вкусный завтрак у меня в отеле. Фасоль с овощами, просто хлеб, авокадо, на масло, все просто супер. А зеленый горошек такой сладкий, который я как в детстве ела. Ну, в общем, кайф. Мне все очень нравится. Я так согрешила сказать, что здесь завтрак будет не очень, но просто изумительный. Смотрите, какой у меня вид.
на внутренний садик. Там, конечно, классно было бы посидеть, но сейчас очень ветрено и очень холодно. Ну, в общем, ну что, давайте попробуем, как они здесь делают капучино. Она вся на молоке. Да, давайте попробуем. Вкусно. Кстати говоря, Альпро, этот бренд, который делает всякие растительные, там, молоко, которые у нас в Турции продаются здесь, куча растительных йогуртов, то, чего у нас не хватает. Представляете? Блюберри и все такое. В общем, блин, посушила волосы, и их невозможно ничем. Вообще у меня нету масла, нету ничего, чем уложить. В общем, пока уляжется, будет какой-то хаос. Вилла Копенгаген. Мне просто, опять же, так же, как в Америка Линжан, где прям все нравится, супер. Номер у меня сделали апгрейд. Комфортно все. Шампуни, все эти крема абсолютно такие же, как у меня были в Лондоне. Но, в общем, просто класс. Очень вкусно. Все такое healthy. Ничего лишнего. Там 4 булочки, но они идеальные. Там 3 кусочка хлеба, но они идеальные. Там 3 варианта яйца, ну, они идеальные, понимаете? В общем, кайф. Я так и знала, что я скандинавская девушка. Вы знаете, вот для меня все идеально. Вот это то, что я все обычно ем. Всегда и дома, и вообще. Ну, самое главное, зеленый горошек на завтрак. Вообще, первый раз в моей жизни, запомним этот момент, я ем на завтрак. Это идеальный зеленый горошек. Сладкий, нежный, молодой, просто обалденный. Булочка с корицей — это тоже моя самая любимая еда. Ну, посмотрите на этот кайф. Very, very early grey. Я не знаю, есть ли смысл записывать еще какие-то видео после этого синнабона. Вы посмотрите на это. Корица. И этот very, very early grey. Это, знаете, он такой мягкий, то есть не как обычный early grey. Посмотрите на эту булочку. Это что? Официально самая вкусная булочка с корицей синнабон, которую я ела просто в своей жизни. Я не могу, Я не могу. Вы должны посмотреть, как я ее ем. Я взяла одну, съела одну. Но теперь я беру вторую, потому что я не могу. Настолько это вкусно, она такая легкая. Я хочу, чтобы просто через камеру почувствовали, насколько она вкусная, мягкая. Невероятно. Боже, боже. Я буду прилетать сюда за семгой, авокадо, булочками с корицей и этой атмосферой. Копенгаген. Мы с тобой навсегда. Так и знай. А я пришла в тот самый роскошный бассейн. О, как тут классно! О, если бы не ветер, то тут, мне кажется, все бы с удовольствием проводили бы время. Знаете, неплохая погода. Не сказать, что прям очень холодно, но ветер, да, ветер достаточно сильный. Ну, некоторые купаются даже. О, он такой классный вид. О, кайф. Бассейн выглядит как Ice Tube. Красота. Кайф. Эти насыпи, как домики хоббита. Правда, классно выглядит. Такой сильный ветер, поэтому решила начать прогулку именно с этого музея. Тут можно укрыться от непогоды. Вот так вот 2 слоя защищает от ветра. Ну, вот леггинсы, конечно, продуваются насквозь. Думаю, вернуться в отель и одеть 2-й слой. Первая точка на моем пути. Музей архитектуры, живописи. Одно из самых колоритных, на мой взгляд, мест Копенгагена. Оно находится прямо рядом с моим отелем. И встречает, что самое главное, посмотрите, это прекрасный цветущий сад. И здесь хоть немножко можно справиться от ветра, дубы, прекрасные цветы.
и мыслитель Родена. Оригинальная, кстати говоря, версия. Смотрите, какая красота. Мне кажется, вот в этом саду весь такой, знаете, дух Копенгагена. Такая серая мрачная погода, достаточно таки сдержанная викторианская архитектура и такие яркие краски цветов, настроения людей, вкусов. Это прям вот отражает очень хорошо весь дух этого города. Восхитительный вход в музей. Одна только эта скульптура вызывает массу эмоций. Красота. Самая главная красота этого музея, о которой я наслышала. Ой, боже, посмотрите, какая невероятная скульптура. Никогда не видела ее. Дева с кучей малышей. Какая красота. Этот известный внутренний дворик с пальмами, с большим таким зимним садом. Просто невероятная красота. Это Жан-Батист Карпо. Амазонка, кормящая младенцев. Так называется иногда эта скульптура. Красота. Изысканный, невероятный, утопающий в цветах и фонтанчиках. Невероятно красивый музей. Невероятно воздушный, красивый, просто обалденное впечатление. Я уже забыла, где я так наслаждалась в последний раз скульптурами. Стою тут как завороженная в этом зале и не могу выйти. Такие утонченные, элегантные скульптуры. Все абсолютно разных авторов. Даты, вы знаете, где-то в основном все 1831, 35, ну то есть больше 2 столетий. Представляете? Невероятно класс. Целый день проведу здесь. Да, собственно, видите, французская и датская скульптура. Вот как я сказала, эти даты. Можете здесь почитать.
Хожу по этому музею, просто невероятное ощущение, такие летящие скульптуры в мраморе. Посмотрите, какие. Там только что я шла, была скульптура сквозь тканевые мокасины, виднеются пальчики на ногах, сделаны в мраморе. Ну, то есть это просто невероятно. И сейчас в современном мире просто нет таких мастеров, способных выполнять такую тончайшую ювелирную работу. Наш мир настолько стал быстрый, что такая кропотливая, долгая работа для художников, для творцов уже практически невозможно. И вы знаете, то есть это все равно, каждая скульптура, это по сути как стоп-кадр, да? То есть это возможность остановить время хотя бы на секундочку. И сейчас у нас есть фотография для этого, у нас есть изображение, там, видео и так далее, но в те времена, да, возможностью остановить мгновение, каким бы оно ни было прекрасным или ужасным, значимым, возможность была только через скульптуру или живопись. И это, конечно, удивительно. То есть, когда ходишь и понимаешь, насколько мир поменялся, насколько раньше было одно восприятие, а сейчас совершенно другое, это так любопытно вообще окунаться. Вы представляете, вот практически все, что мы с вами здесь видим, 2-3 столетия. Понятно, что есть, если заехать в античные города, как мы с вами там ездим в Стратоникей, в Эфес и так далее, это вообще там есть и до нашей эры вещи. Но просто, понимаете, это настолько тончайшая выполненная работа из мрамора. Просто вообще для меня скульптура на самом деле это всегда классно. Конечно, да, вот как и здесь можно видеть, да, что и до нашей эры, и египетские, и всевозможные разные культуры, да, у нас были скульптуры, но все равно в эпоху Ренессанса то, что происходило со скульптурой, это, конечно, невероятно. Вот, например, да, можно почитать Рамзес II. Я очень много, когда изучала египетское искусство, конечно, в его период очень много происходило именно скульптур, вообще какой-либо настенной живописи и так далее. Ну, посмотрите. Вот тебе, пожалуйста. 2000, практически 1500 лет до нашей эры. И к тому, что очень классно попадать в музей, потому что мы на самом деле забываем, как за последние 10, 20, 30, 40, 50 даже лет, насколько, ну, допустим, возьмем 100 лет, да, изменилась наша цивилизация, вообще наша жизнь повседневная. И как люди жили до этого сотнями, тысячелетиями в совершенно другом формате жизни. Это вообще, это очень, конечно, любопытно. Да, мы живем в уникальные времена, наше поколение живет в невероятно уникальные времена, смены вибраций, пробуждения, технологичного просто взрыва, бума, переосмысления реальности, где самым близким человеком тебе становится чат GPT. Это, конечно, невероятно. Я не знаю, как вы, но мне кажется, я даже уже с мужем разговариваю меньше, чем с чатом GPT. Потому что ты постоянно что-то смотришь, ищешь, обсуждаешь, выискиваешь. То есть и к нему уже начинают появляться человеческие эмоции, как обида, разочарование. Не знаю, испытывает ли он ко мне, но, кстати, я заметила от моего чата GPT уже нотки сарказма. Я ему что-то там сказала, ты там в чем-то ошибся. И чат GPT мне ответил, типа, Ева, за тобой типа не поспеешь с твоим количеством запросов. Да, так что у искусственного интеллекта с юмором, с сарказмом и с чувствами тоже все неплохо. Даже интересно, сколько сотен лет именно этому. Опа, пожалуйста. Roman marble found at Tivoli outside Rome. Most likely the statue depicts the female virtue Pudicitia. Вот так вот. First century before Christ. Вот так вот. А это когда я вижу такие мозаичные полы, чтобы вы понимали просто размер этой мозаички. Не знаю, что-нибудь тут найти рядом. Насколько она крошечная. Буквально там 3 миллиметра, 4.
Сразу вспоминаю все плиточные работы на своих объектах. Прекрасный музей, прекрасная атмосфера, все обошла. Просто must visit. Обязательно к посещению. Даже, мне кажется, больше ничего после этого музея в Копенгагене смотреть из музеев и не нужно. Хотя еще музей датской архитектуры, тоже интересно, дизайн. Музей дизайна. Вот это, кстати, мне любопытно. Сейчас попробую туда дойти. Красота. Интересно, впереди Scandinavic Palace Hotel. И там украинские флаги. Интересно. Я думаю, что везде украинские флаги, потому что была встреча с Зеленским же, да, сейчас и в Гааге, да, и, мне кажется, он в Денмарк тоже приезжал. Поэтому, видите, везде здесь украинские флаги. Направляюсь в сторону Кингсгарден. Это мое сегодняшнее второе, самое такое место, в котором я хотела бы побывать. Хоть и сильный ветер, но, кстати говоря, здесь вот на вот этой вот торговой улочке хоть немножечко от ветра можно спастись. Ну и заодно хочу зайти в Тиффани, зайти в пару бутиков ювелирных, поглазеть, померить. Идем гулять дальше. Красота, распогодилась, солнечно. Классно. Сейчас в этих Кингсгарден будет самый кайф. Очень красиво. А я вчера возвращалась, собственно, через эту улицу, но был дождь. Поэтому я просто бежала, не смотрела по сторонам. Эти знаменитые датские хот-доги. Нет, это слишком вредно для меня. Я такое не потяну. Мой организм даст сбой. Мне хот-догов я не вывезу. А вот дизайн Museum Denmark, вот это я вывезу. Это мне надо. Помните, в Осло точно так же. Какой-то пассаж красивый, надо зайти. Слушайте, ну как же утомительна эта улица. Я тут провела всего 10 минут и уже хочу уйти куда-нибудь на природу. Ой, как тут красиво. Пассажи я очень люблю. В Париже, в Милане, в Лондоне. Какие всегда прекрасные пассажи. Слушайте, какая-то жемчужина этой улицы. Смотрите, Your Eye for Art. То есть они делают такие снимки глаз и превращают их в такие вот картины. Вау. Eyes are the windows to the soul. Bistro. Wow. Кайф. Зайти в Тиффани, что-нибудь померить. Всегда такая приятная атмосфера. I didn't get what is that, but they're really having a lot of fun. Oh my god. They look scary. Надо кого-нибудь узнать, никто не знает, что это. Ой, какие классные улочки. Ветер наконец-то стал теплым и приятным. Распогодилось. Настроение сразу же вверх. Красота. О, класс. Здесь какой-то винный магазинчик. Надо зайти посмотреть. Тут и покупают, и разливают. Вау.
атмосферненько. Ну, конечно, они тут пьют всякого белого вина, шампанского прям бесконечно везде. Даже пиво, мне кажется, меньше пьют, в основном пьют всякое винцо. С устрицами. Обязательно сейчас что-нибудь где-нибудь выпьем. Представляете, рядом с этим магазином винным Хоп и Харт, это как раз та именно булочная известная, которая одни из самых классных и вкусных синнабонов. Но у меня уже сегодня были в отеле просто суперские, поэтому я, наверное, уже не буду ничего есть сладенького. Но все выглядит очень классно. Да, погода здесь прям меняется, как настроение у девушки. То холодно, то жарко, то солнце, то дождь. Настоящее датское девичье настроение. Последний процент зарядки. На него снимаю вид из King's Garden. Очень здесь красиво. Классно. Надеюсь, хоть что-то еще мне хватит. Вау, какая неземная красота. Все, забыла я про еду. Буду смотреть эту красоту. Наверное, снять ничего не получится, но хотя бы поразглядываю. Вау, как классно. Вы можете посмотреть, какой ветер сильный. Ну что за сказочная красота. Ну просто сказки Ганса Христиана Андерсена. Ну просто невероятной красоты место. Смотрите, это вообще сказка. На секунду я прям шла, такое ощущение, что я сейчас в Кенсингтон Пэлас, в Кенсингтон Гарден. Последний раз я как раз была в Лондоне. Может быть, вы смотрели мое видео с Кенсингтон Пэлас. Смотрите, какая сказочная красота. Сейчас красиво сниму со всех углов это место. Очень красиво. А какой там сад невероятный. Сейчас я вам все покажу. И гуси везде. У меня вот эти вот гуси из сказок в детстве. Помните, когда там гусли плели что-то, они там из крапивы. Я уже забыла все эти сказки, но прям такой кайф. Ой, солнышко вышло. Красота. О, интересно, а что тут происходит? Наверное, какие-нибудь забеги? Может быть, или просто парк, или лошадиные какие-нибудь забеги, парады. Какая красота. Не могу, какие у него красивенькие розовые лапки. Ну, посмотрите, как он элегантно ходит. Йодин. А, не могу. Красавцы. Красавцы. Ну, просто неземная красота. Очень здорово. Атмосферно. Копенгаген просто взял мою душу. Ну, в общем, много я уже посмотрела за эти практически сутки. И вы знаете, я поняла, что это Копенгаген — это то, что мне не хватало в Лондоне. Вкусной еды, потому что в Лондоне, ну, как бы так, да, понятное дело. Вкусно сбалансированных завтраков, морепродуктов, устриц на каждом углу, недорогих. И самое главное, широких просторных улиц и отсутствие толп. В общем, Копенгаген, вы знаете, это какая-то вот моя лондонская мечта, которая сбылась. Что-то в этом духе. Ну, в общем, блин, мне так нравится, классно. В общем, если убрать из Лондона все, что мне там не нравится, то мы получаем Данию и Копенгаген. И эту красоту. Смотрите, как распогодилось. Прям как раз вот возле King's Garden, Royal Palace. В общем, восхитительно. Класс. Влюбилась. В общем, я теперь не буду летать в Лондон. Я теперь буду летать в Копенгаген, в Денмарк. Прошла снова, зарядила телефон. И сейчас я вам покажу эти невероятные, самые красивые, самые крупные розы, которые я видела в своей жизни. В общем, этот King's Gardens, это просто невероятно. То есть я любила всегда проводить время в Гайд-парк. Но здесь, посмотрите, какая зелень. Липы везде. Кайф. Это лучше, чем Гайд-парк и Кенсингтон Пэлас Area. Посмотрите на этот сад. Ганс Христиан Андерсен, любимый мой детский писатель. Посмотрите на эти розы. Сейчас мы с вами пойдем, мы их понюхаем и рассмотрим. Лаванда.
Райский уголок. Ну просто вообще, я не могу. Посмотрите на эти краски. Лаванда, розы. Такой миниатюрный, тесный. И этот дворец позади. Ну просто, ну вот. Если или когда я буду жить в Копенгагене, я буду проводить все свободное время в этом саду. А теперь посмотрите на размер этой розы. Самые большие красивые розы, которые я когда-либо видела в своей жизни. Невероятно. Посмотрите на этот персиковый цвет роз. Невероятно. Посмотрите, какие огромные распустившиеся бутоны. Невероятно. Посмотрите, вот размер с руки. Это сказка. Это сказка. Это волшебство. Так бывает? Так бывает? А вот и красные розы. Посмотрите, тоже просто гигантские. Какая красота. Этот аромат просто сказочный. Пахнет, как самые стойкие розовые духи. Боже, этот аромат. Это невероятно. Посмотрите на этот сад. Я тут остаюсь. Все пахнут по-разному. Снова аллея из лип. Вы бы знали, какой здесь стоит аромат. Снова отсылка к детству. Как было в Осло. Помните, я вам показывала? Это сказочно. Ветрено, солнечно. Волшебно. Сказочный город, сказочная страна. Ресторанчик и одновременно дизайнерский мебельный магазинчик. Посмотрите, как уютно. Какая красота. Прям как мастерская художников, как у нас раньше в старые добрые времена. Что? Я измерзлась вся. Буду сейчас согреваться пастой, вином и этим прекрасным уютным видом. Как я себе и пообещала, каждый день у меня будет хотя бы 3-4 устрицы. Винцо, чтобы немножко как-то согреться. А уже доберусь в отель, выпью чай с синнамоном. Ну что, устрицы. Спагетти с mussels и аспарагус. Ну, спагетти на самом деле очень вкусные, но практически нету mussels вообще. Аспарагус тоже на самом деле достаточно вкусный, неплохо. Но в пасте не хватает вот реально протеина или креветок, или тех же этих мидий, но как-то побольше. На самом деле, больше половины из них, наверное, были полупустые. Ну, это, в общем, целый квест найти. Они, видите, какие крошечные, совсем прям маленькие. Последний мой прогулочный вечер в Копенгагене. Завтра вечером я уже улетаю дальше, в Хельсинки. И решила прогуляться напоследок по центру после прекрасного ужина. Красота! Какое-то невероятно огромное дерево с какими-то очень интересными то ли цветами, то ли какими-то такими вот висюльками. Очень интересно, смотрите. Никогда не видела что-то новенькое для меня.
посмотрите только на этот парк, на детскую площадку. Это, знаете, вот детская площадка мечты. Все из дерева, все натуральное. Посмотрите, какая красота. Такой прям рай. Они вот эти все пластиковые ужасы с металлом. Посмотрите, какая красота. Просто сказка. Только посмотрите на эту цветущую красоту, на эти краски. Это просто невероятно. Как это красиво. И здесь вот такие изолированные лавочки, то есть каждой лавочке отдельно такой заходик, видите? Такие вот дорожки. Можно сесть, спрятаться ото всех и просто вот так вот наслаждаться вот этой красотой. Там, кстати, акация цветет, здесь лилии. Вообще невероятное что-то происходит. Рай.